Российский производитель — это всегда топ. Вот, уже не попал. Изначально Лошара! Да, вот так, да, не Так делать надо, не да. надо, конечно. Здесь за этим камышом могут сидеть уточки. Вы уже подходите немного Ага. собранными. Один выстрел, один дичь. Да. Вот такое упражнение называется стрельба с подхода. Ты стрелок, ты подошел, Ага. собака стоит в стойке. Да, Так. это такие небольшие лайфхаки для Ага. охотников. Всем привет, вы на канале Мир это просто. С нами сегодня Олег. Привет, Олег. Чего интересного? Олег у нас, кто не в курсе, мастер спорта по стендовой стрельбе, да, это называется? Да. Да. Охотник заядлый. Мы сегодня с вами о чем, Олег, поговорим? О машинках, да? Не о машинках, машинках. даже. Мы поговорим о том, можно ли использовать какие-то мобильные машинки переносные для того, чтобы охотники и спортсмены в межсезонье могли оттачивать и приобретать навыки стендовой стрельбы. У нас, как мы знаем, с недавних пор разрешена пристрелка в угодьях. Кстати, кто не знает, да, я там приложу. Поэтому это сейчас все должно проходить законно. В любом случае, рекомендуем охотникам перед тем, как стрелять в угодьях по тарелкам, согласовать это с представителями, с владельцами угодий. Однозначно. И после этого, имея мобильные устройства для пуска тарелочек, можно отрабатывать полеты, отрабатывать технику стрельбы. И как это делать более правильно и максимально эффективно, вот с такими машинками, мы сегодня с тобой попробуем разобраться. Ну да, ты на моем примере скажем, да, я начинающий у нас охотник, да и стендовик начинающий. Покажем людям, расскажем, как ставить. То есть у нас сегодня будет такой небольшой экскурс в то, какие полеты лучше начинающим стрелкам осваивать с помощью таких машинок, как строить тренировочный процесс, ну и постреляем с тобой. И я, кстати, для этого взял свое одноствольное ружье МР-18, оно простое, недорогое, всем доступное. То есть, ну, у меня вообще все ружья такие. Отличный вариант, один выстрел, один дичь. Да. Ну, поехали. Скажем, да, что вот эта площадка не оборудована была, это мы сейчас сами поставили машинки. Ну да, мы находимся на стрелковом комплексе Ловчий Плюс. Да, что в городе Тольятти, ссылочки все в описании. Вот такое место. Шикарное. Да, и вот мы сами сейчас оборудовали, сейчас для вас все это будем показывать, как можно это в охотугодьях сделать. Да, кстати, в курсе, что здесь на Ловчем есть площадка спортивная, полностью оборудованная машинками этого же производителя, Протон из города Самара. И эта площадка, она прошла тестирование на этапе Кубка России. Да, что? 2 дня, огромное количество стрелков, огромное количество запущенных тарелок, и, в принципе, все остались довольны. Машинки стационарные, стандартные, они, конечно, большие, тяжелые, в отличие от этих. У них барабанный такой тип загрузки, но они отлично отработали. Площадка раньше называлась Комбат, теперь она называется Протон, потому что она полностью оборудована машинками самарской компании Протон. Сейчас мы попробуем с тобой, значит, использовать вот такую машинку. Она, по-моему, если мне не изменяет память, называется Чирок модель. Почему Чирок, чем она отличается? У них есть еще одна машинка. Эта машинка более покомпактней. Она называется Протон М. И давай покажем, что вот у нас есть заготовочка, да, и вот там мы установили вторую машинку. Это Протон М машинка. Сегодня у нас такая вот одностволочка, мы постреляем по одиночным мишеням. В принципе, для охотника, для таких вот минимальных целей достаточно, конечно, одной машинки. Прежде всего рекомендую начинать, конечно, изучать стендовую стрельбу и вообще стрельбу по движущимся мишеням с угонных мишеней. Это который от нас? Ну, да, это мишень, которая имитирует полет улетающей утки с подхода или полет фазана поднятого, да, там, или полет из-под собаки, когда собака у тебя встала в стойку легавая, и по команде твоей она страгивает дичь, дичь, как правило, улетает от тебя. Ну да. Собственно говоря, сегодня мы, кстати, попробуем такой вариант. Мы будем имитировать, что ты стрелок, ты подошел, собака стоит в стойке, ты говоришь дай, ну или свою любую команду, и мы будем смотреть, как улетает
Ага. От нас там Давай, да, куропатка попробуем. или фазан, и мы стреляем по нему. Вот, то есть традиционное, устанавливаем машинку, стреляем либо с подхода в движении, либо с уже из стоячего положения, когда мы предполагаем, что собака... Лайфхак еще скажу мужикам, кто будет смотреть. Вот опять, мы установили ее сейчас, да, грубо говоря, прям в снег. Да. Ну, в снег врет. Чуть-чуть, если там переживать, что она будет съезжать отвертками. То есть там на ножках дырочки, Ну, у всех, как отвертками, правило, в машине там саморезами. какая-то отвертка есть, а можно с собой привозить специальные штыри, да, да. заготовить. Закрепил в снегу или в песке, Да. и все, никаких специальных приспособлений, Да. чтобы установить, в общем-то, не требуется. С собой Да. нужен только аккумулятор, Да, вот, и машинка, ну, тарелки. да. Соответственно, аккумулятор, вот, кстати, вот такой вот аккумулятор, да, он на 60 ампер-часов, ну, это, конечно, избыточные требования. На самом деле, ну, открою такой небольшой секрет, мы такие машинки эксплуатировали в тренировочном процессе у нас на стрелковом комплексе, и такие машинки на аккумуляторе 60 ампер могут работать очень долгое время. Поэтому, если для охотника необходим там небольшой объем стрельбы на пристрелке в охотугодиях, можно взять маленький аккумулятор, и его полностью хватит там на практически весь день для охотника. То есть экономные они в плане потребления электричества. Ну и, собственно говоря, в чем еще преимущество у таких вот мобильных машинок, кроме того, что их не надо взводить и нажимать ногами, там, пускать или дергать за веревочку. Где у меня, да, такая есть. Да, у тебя такая есть в одном из роликов. Да, Ну, такой босяцкий вариант, но да. в принципе имеет место на жизнь. Да. Вот. Но это уже более продвинуто. Это для компании охотников 2, 3, 4 человека вообще топ. Лучший вариант, который сейчас можно придумать. Да. Она переплевывает все китайские аналоги вообще во всем, в надежности, в ремонтопригодности, в запчастях. Это мы столкнулись с этим на нашем стенде. То есть, когда какой-то там нужен был небольшой ремонт или какое-то обслуживание, российский производитель — это всегда топ, мы всегда на связи. Так вот, у этих машинок, в отличие от тех ручных, отсутствует необходимость дергать веревочку, потому что у нас есть радиоканал. Отлично. То есть сразу можно в базе взять с радиоканалом, и это очень удобно. То есть стрелок один, как правило, на компанию такие машинки берутся. То есть стрелок один готов к стрельбе, второй стрелок, который отдыхает в данный момент, он по команде нажимает запуск, и мишень вылетает. Классно, не нужно тянуть никакие провода, очень Отлично. удобно. И вот получается, что если мы посмотрим, как у нас вылетает мишень, давай просто проимитируем, Давай. что ты даешь команду без выстрела пока, и посмотрим старт мишени. Давай. Командуй. Оп! Оп. Вот наша дичь полетела от нас. Скорость можно регулировать путем натяжения вот этой пружины, что я рекомендую делать. На начальном этапе обучения сильно не надо ее натягивать. То есть она должна быть вот примерно вот как сейчас натянута, чтобы мы видели этот полет плавный, чтобы он казался плавным, а не резким, чтобы он не рвал стрелков, которые начинают только изучать стрельбу. Ну да. И самый удобный вариант начать с того, чтобы научиться стрелять прямую уходящую мишень. Конечно, нужно иметь определенные базовые навыки по вкладке, то есть правильно вскидываться, потому что удобно эту мишень начинать отрабатывать технику из вложенного положения. На начальных этапах, прям буквально там, может 5, 10, 15 выстрелов. Потом можно добавлять вскидку. Но вскидка, мы понимаем, что она должна быть уже отработана, чтобы у тебя ни за что ничего не цеплялось. Да, да. Вот, как в данном случае за тот же микрофон. Ну да. Вот. Поэтому давай мы сейчас попробуем с тобой. Давай. То есть я твой товарищ на Да. охотничьих угодьях, который с пультиком. У тебя ружье, заряжаешь патрон, и мы попробуем пока выстрелить просто из угонного в угонную мишень, улетающую, имитирующую улетающую дичь. Ты ее должен спугнуть. Ты стоишь, ты готов к выстрелу. Давай первый выстрел я всегда рекомендую уже вложенным попробовать, почувствовать, а потом добавим вкладочку, скидку. Итак, по твоей команде вспугиваешь дичь. Оп! Вот, не попал. Не попал. Мы сейчас с тобой даже маленький лайфхак проведем. То есть, когда стрелок-охотник начинает осваивать угонную мишень, основная проблема в том, что большинство охотников худо-бедно неплохо стреляет пулей. Ну и да. в стоячую мишень они попадают достаточно уверенно, прям кладут прям в А4 на там, 50 метров пулями, мы много видели этого, да? Но как только приходится стрелять по подвижной мишени, а тем более стрельба ведется дробью, вот все вот эти вот навыки пулевой стрельбы, они начинают немножко мешать. Да. Как правило, охотник что он делает? Он видит движущуюся мишень, и он пытается прицелиться в нее, как он привык стрелять из пулевого. Он начинает целиться мушкой, стволом, и пока он подводит к мишени, он теряет мишень, он теряет ее скорость, мишень все время двигается. Поэтому задача охотника, стреляющего по дичи летящей, это
постараться сфокусировать большую часть своего зрения на самой мишени, на дичи. При этом, да, он должен понимать, он должен контролировать положение ствола, но внимание его должно быть на мишени. Вот если ты сейчас попробуешь это сделать, я думаю, ты попадешь. Давай попробуем сейчас вот то, про что мы проговорили. То есть внимание уделить именно мишени. При этом ты должен, конечно, понимать, где у тебя ствол. Самый простой вариант это сделать перед тем, как вспугнуть дичь или дать команду оператору или товарищу, это посмотреть чуть-чуть вдаль за ствол, чтобы ствол немножко у нас как бы расфокусировался. И попробуем уверенно нажать, как только мы догоним мишень. Оп! Вот и наше попадание. Да. То есть, первая твоя ошибка как раз и заключалась в том, что фокус у тебя был на прицельных приспособлениях здесь, в непосредственной близости, а мишень-то она летит там. Так точно. Так точно. Так точно. Поэтому сейчас мы с тобой попробуем сделать то же самое, но уже с небольшой скидочкой. То есть ты идешь, условно говоря, ты остановился, но у тебя ружье не вложено. И тут полетела мишень. Давай. Полетела утка, например, от тебя, которая дождалась, пока ты приблизился к ней. Давай. Сидела до последнего, да, скажем так. Оп. Вот. Уже не попал. Не попал, потому что, во-первых, мишень, она летит, медленно и плавно, конечно, работать с ней можно пытаться, но нужно чуть-чуть побыстрее это сделать. Постараться подойти к ней снизу, и при этом, опять же, ты когда вскидывался, ты начал искать, где у тебя ствол. И начал пытаться этот ствол навести. Ты должен четко чувствовать положение ствола, уверенно и быстро догонять и в темпе стрелять. Если ты обратил внимание, из ложного положения ты выстрелил буквально сразу, как только увидел мишень, догнал, нажал, то здесь ты пока ружье поднял, пока понял, где у тебя ствол, подвел его к мишени, потом еще и притормозил, и в итоге дичь, конечно, и утка также улетит. Поэтому добавь сейчас темпа, добавь немножко скорости. Понял. Вот, граждане охотники, вот учимся. Да, это такие небольшие лайфхаки для охотников. Оп. Есть. Вот то, о чем я и говорил. То есть это упражнение, когда мы стоим на стрелковом месте или на каком-то подготовленном, да, участке, и из стоячего положения, без движения, мы отрабатываем, учимся вообще понимать, куда и как стреляет наше ружье. Второе упражнение, которое рекомендую я нашим охотникам, начинающим делать, это уже стрелять с подхода. Если это не весенняя охота, на весенней охоте у нас подход запрещен, то есть ходить с ружьем заряженным тем более нельзя. Все это помнят, я думаю, охотники настоящие. А вот уже на осенней охоте многие практикуют стрельбу с подхода. То есть когда мы подходим к какому-то болотцу, к озеру, каналу, заросшему камышом, у нас взлетают утки. Как правило, они слышат приближение, и, как правило, они улетают от нас. Собственно говоря, сейчас мы с тобой это и попробуем сделать. Опять же, охотникам такой тоже лайфхак, даже не в стендовой стрельбе, а именно по охоте. Когда вы знаете, что вот здесь за этим камышом могут сидеть уточки, вы уже подходите немного собранными. Ну что вот вальяжно вот так вот идти, да, если ты знаешь, что там могут сидеть утки. Приготовился, чуть-чуть приподнял ружье, чтобы тебе было хорошо видно, но в то же время ты его понимал. И небольшими шагами скрадываете. Собственно говоря, как только вы увидели, что утки начинают от вас подниматься, работайте также. Зрение свое старайтесь фокусировать больше все-таки на утку, на мишени, там, на мишень, утки. Скажем Да. так. Вот давай сейчас попробуем. Давай. Мы отойдем на 3-4 шага и начнем движение. Давай. И как мы крадемся к нашей дичи, допустим, да, вот то есть так. мы понимаем, что где-то условно за неким камышом у нас могут сидеть утки. И мы начинаем скрадывать их. Итак, мы начинаем двигаться, да, и мы готовы к тому, что мишень появится неожиданно. Вот такое упражнение называется стрельба с подхода. Молодец, молодец, отлично сработал, не стал долго затягивать, долго целиться. То есть у нас не пулевая стрельба, все-таки стрельба дробью, подразумевает темп, потому что у нас в районе мишени мы имеем шарообразные дроби, которые, в общем-то, вот эти микро наши неточности, оно скомпенсирует. Основная задача быстро, уверенно подойти к мишени и поразить ее. Да, понятно. Очень все, Вот. главное, Давай так просто и попробуем. логично. Да. Вот да, как все в жизни, все просто на логично. самом деле это очень хорошее упражнение. Можно отточить свою технику стрельбы для стрельбы с подхода, стоя с номера,
ну, допустим, в засидке. Ну да, да. То есть так же просто там понимать, да, как в лодке ты или где-то, с да, лодки, ждем. да. Можно устроить такой небольшой, допустим, для охотников, которые в угодьях собрались. Ага. Они могут устроить для себя небольшой такой турнирчик, стрельба с подхода. То есть, пытаясь поймать друг друга на противоходе, на остановке, они будут друг друга подлавливать и считать пораженные мишени. И Интересно, это да, очень интересное упражнение. Допустим, Интересно. в кругу компании там 5-6 стрелков. Скажем Мне еще, кажется, чтобы ноги аккуратней, потому что эта штучка ходит. Конечно, но тут надо понимать, Да. что есть зона безопасности вокруг машинки, и все-таки под натяжением пружины лопатка работает достаточно сильно Да. и быстро и может ударить. Поэтому, конечно, вплотную к машинке подходить не надо. Ага. И когда вы ее обслуживаете, тоже старайтесь так, чтобы в момент обслуживания она была всегда разряжена. Это очень важно, потому что может случайно нажаться кнопка, может какой-то сигнал помеха радио пройти и сработать может машинка. Редко, но... Плюс, опять же, давай, раз уж мы заговорили про безопасность с машинкой и вообще про безопасность на охоте, на стрельбе, вот, не экономьте на очках. Да, однозначно. Да, обязательно необходимо защищать зрение, потому что, будь ты на стрелковом комплексе и даже на охоте, иногда бывает с соседнего озера прилетает дроть. Особь, да, я таких историй очень много знаю. Я знаю, что, да, люди чудом там обходились без серьезных травм. Ну, вон у нас Очки, они вас гражданин там. защитят. Очки можно найти там на Вайлдберрисе, на Озоне. Да, Это да, вообще да, без на проблем. любых этих, абсолютно верно. Итак, мы сегодня посмотрели вот эту машинку Чирок М Да. от компании Proton. Посмотрели, как можно ее использовать в самом простом варианте. То есть это угонная мишень с подхода или из стоячего положения. И, в общем-то, это базовое упражнение, с которого, ну, я рекомендую всем охотникам начинать знакомство со стендовой стрельбой. Вначале мы стоим и стреляем из вложенного положения, понимая, как мы работаем, как мы смотрим на мишень. Потом мы начинаем стрелять немножко навскидку, потому что для охотника это важно. Ну и третье упражнение с этой же вроде бы обычной машинкой в одном месте, это стрельба с подхода. Да. Ну и мы можем не забывать о том, что если мы находимся в угодьях, мы можем вокруг машинки перемещаться. Ну то есть да, мы можем да, задавать да, спокойно, необходимые конечно. углы. То есть Да. мы можем, чтобы мишень улетала как от нас, так и с небольших углов. Да, да, да. Уже Еще- исходя из навыка стрелка. Да, еще ребятам скажу, сразу примите тот момент, что кто-то из вас будет сразу стрелять лучше, кто-то хуже. То есть друг друга я советую поддерживать в этом плане. Ну, в мужских коллективах это нормально. То есть у всех разные изначально данные. Да, да, да. Вот так, да, не Так делать надо, не да. надо, конечно, Потому да. что данные у всех разные, и я, будучи мастером спорта по пауэрлифтингу, иногда вот, да, встречаюсь на стенде с людьми, которые, ну, от спорта привычного нам далеки настолько, что, ну, а они лупят просто, ну. Я к тому, что вот у кого какие данные. Конечно, но если ты их затянешь на свою площадку, на площадку пауэрлифта, Ну, понятно, у понятно. них тоже будут проблемы. Это понятно, Поэтому, да. да, нужно заниматься стрельбой и без подготовки, конечно, ну, добиться там каких-то высоких результатов в стендовой стрельбе очень сложно. Понятно. Данные у всех разные, но навык он приходит только после тренировок. и Конечно, отработки. но я к тому, что все равно кто-то изначально чуть лучше, кто-то изначально чуть хуже, мы все разные и так далее, и так далее. Итак, угонная мишень, Proton М, Чирок, машинка, Да, да. обзор. Вторую попробовали. Да? Попробуем. Да.